Привет, друзья! Уже начался декабрь, вовсю начинается вот эта предновогодняя суматоха, и я тоже решила поддаться ей немножко и вас немножко к ней склонить и записать серию видео, в которых я буду рисовать иллюстрации с рецептами очень теплых новогодних или предновогодних, или если такой формат вам понравится, может быть, я продолжу и дальше регулярно записывать видео с рецептами каких-то блюд. Любой рисунок мы начинаем с построения. У нас сегодня будет чашка какао с маршмеллоу. Маршмеллоу. Я путаю это слово, может быть, я буду произносить его по-разному, так и не выучила, как оно называется правильно. На листе у нас будут располагаться большая чашка и ингредиенты по краям листа, поэтому изначально нужно отступить. Если вы не планируете рисовать ингредиенты, а, допустим, хотите нарисовать только чашечку с какао, с маршмеллоу, тогда можно сделать ее немножко больше. Я здесь показываю вставку из графического планшета для того, чтобы было лучше видно построение чашки. Потому что карандашом сильно давить по бумаге не хочется, а хочется, чтобы вы увидели построение рисунка достаточно четко. Я строю сначала овалы раскрытия. Для того, чтобы построить овалы раскрытия, мы ставим центральную ось. Чашка у нас стоит на блюдце, по центру блюдца, поэтому и у чашки, и у тарелочки центральная ось будет одинаковой. Дальше я рисую два перпендикуляра этой центральной оси, так, чтобы они были, центральная ось делила их посередине, то есть с правой и с левой стороны одинаковое расстояние. Так как у нас чашка стоит ровненько, без каких-то искажений сильных. Дальше я рисую овальчики о раскрытии, и дальше мне просто остается соединить их между собой, чтобы у меня уже получились границы чашки, да, сделать аккуратненькие, симметричные боковые абрысы, чтобы они были ровненькие. И дальше нам остается добавить маршмеллоуки. Они у нас в форме цилиндра, поэтому имеет смысл, если вы не очень хорошо, не очень часто, для того, чтобы потренироваться. На акварельной бумаге постарайтесь сделать минимальное количество линий. Чем легче у вас будет набросок, тем чище и аккуратнее будет сама окончательная работа. Сзади за чашку я добавляю немножечко таких декораций, елочку и парочку палочек корицы и парочку маршмеллоу у чашки на блюдечке на переднем плане, так чтобы немножко уравновесить композицию. Только с этой целью, а не потому что это входит в состав рецепта. Вы можете пофантазировать или нарисовать любимую чашку, которая у вас уже есть дома. А может быть, у вас есть какая-то чашка, которую вы бы хотели себе визуализировать, чтобы у вас такая была дома. Я нашла фотографию чашечки в интернете, которая мне нравится, и буду рисовать ее. Она будет просто такая белая аккуратная чашечка с небольшим принтом, такой красненькой елочкой на чашке. Все остальные ингредиенты я не буду подробно разбирать в этом видео. Вы можете найти полное видео по этому уроку на моих Boosty и Patreon. Ну или просто, если вам хочется поддержать канал, подписывайтесь на эти площадки. Через них можно оформить регулярные пожертвования для того, чтобы у меня было еще больше мотивации снимать для вас интересные, классные видео. После того, как ваш рисунок будет готов, вы почистили все от лишних остатков карандаша, мы можем начать работу с цветом. Я начинаю с самого большого и понятного мне пятна. Это пятно на
чашки, теневая часть. Я смочила предварительно чашку, немножко пропустила этот момент, но все пространство чашки я смочила. И теперь внутрь чашки я добавляю цвет такой серо-синий. Это смесь ультрамарина и кадмия оранжевого. Либо можно смешать ультрамарин, там чуть-чуть красного, чуть-чуть сиены жженого. Здесь можно варьировать эту смесь в зависимости от того, какие цвета у вас будут. Я добавила самый темный момент, и дальше от него я растягиваю цвет по всей чашке. Добавляю немного теней под капельки, которые я себе придумала, что они у меня там потом будут. И пока временно перехожу к маршмеллоу. Здесь нужно учесть, что вот этот серо-синий цвет, он довольно сильно побледнеет. Нужно делать на это запас. Потому что, например, цвет маршмеллоу розовенький, нужно, наоборот, очень-очень сильно контролировать насыщенность, потому что если вы используете карминовый цвет, он очень яркий, насыщенный, и его нужно хорошо разбавлять. Он еще такой приставучий, тянется за кистью, то есть можно прям промывать кисть, а она все равно остается чуть розоватой. Итак, незаметно мы перешли к маршмеллоу. Здесь я буду чередовать 3 оттенка. Ультрамарин – это теневые части. Розовый, карминовый, да, сильно разбавленный карминовый. Это тоже теневые части, но скорее такая собственная тень. То есть ультрамарин – это скорее где-то вот в стыках такие вот падающие более плотные тени. И третий цвет можно добавлять немножко оранжевого, тоже хорошо разбавленного. В каких-то местах более теплые переходы от розового к более оранжевому будут добавлять живописности вот этим вот всем нашим штучкам. Может быть, с первого подхода не получится сразу задать достаточно объема, и можно будет потом вернуться и еще где-то прорисовать. Здесь в этих маршмеллоуках важно не запачкать их, не сделать их очень грязными. Поэтому очень деликатно, очень аккуратно вводим цвет, варьируем немножечко оттенки для живописности, но стараемся, чтобы цвета были бледненькие, такие легенькие. То есть вот эта вот падающая тень на чашке, она по тону темнее, чем все тени на маршмеллоуках. Пока у меня немножко подсыхают маршмеллоуки и уже подсохла чашка, я хочу добавить узор на чашку. Как-то у меня зачесались руки сделать перерыв в маршмеллоуках и сделать пока что узорчик. Я добавляю тем же красным цветом, который у меня уже есть от маршмеллоуков, только более насыщенно. Такое как бы деревце в форме, скорее это похоже на какую-то красную елочку по ощущениям. И потом в нее добавлю кружочки более таким ярким оттенком. И теперь нам нужно добавить цвет какао. Для какао я использую сиену жженую, и для того, чтобы сделать цвет более шоколадным, я подмешиваю к нему немножко ультрамарина, он делает цвет более темным, и немножко красного цвета, он делает цвет более шоколадным, более таким вкусненьким. Если цвет получается сильно блеклый, можно к нему подмешать немножко оранжевого, тогда он будет тоже более такой теплый, чуть более вкусный.
Вот. Здесь поиграйте, подберите, потому что коричневый цвет понадобится еще в блюдечке. И если вы будете рисовать ингредиенты, то для того, чтобы там нарисовать какао и тертый шоколад, тоже нужны будут оттенки коричневого, поэтому есть смысл посмотреть, какие у вас оттенки получаются. Из готовых цветов я вот не нахожу такой цвет, который бы отвечал вот прям цвету шоколада. Но я рекомендую точно не брать умбру, потому что она бледнеет и сереет, и точно не брать какие-то такие более блеклые цвета, которые уходят в серость. Нам нужен вкусный цвет, теплый. Между маршмелломками тоже не забывайте добавить немножечко коричневых пятнышек, и сверху на них можно посыпать, так сказать, тертого шоколада, и можно каких-нибудь, я здесь еще таких красных точек добавила, честно говоря, не знаю, что бы это могло быть, но пусть это будет какая-то некая посыпка какой-то какими-то маленькими красными карамельками или что-то в этом роде. Ну, мне захотелось разбавить вот такого вот какого-то чем-то таким праздничным и вкусным. Голубым цветом добавлю еще ручку для чашки, провожу пару голубых линий и потом водичкой просто разбавляю эти полосы для того, чтобы цвет плавно переходил. Получалось, ну, такой эффект такой перехода света и тени. Обратите внимание на то, что с правой стороны у нас остается такой тоже блик, рефлекс. Если у вас там сплошняком уходит темный цвет, то лучше тоже это протереть немножко, пока еще краска не супер схватилась. Может быть, вам еще хватит времени на то, чтобы протереть вот этот правый бочок, чтобы самый темный участок, он был не четко справа, а немножко ближе к центру. Так будет правильно с точки зрения воздушной перспективы. То есть у нас самая темная часть, она обычно ближе всего к нам. Дальше от нас за счет воздушной перспективы цвет и тон начинает светлеть. Дальше я добавляю немножко цвета на маршмеллоуки, которые у меня лежат на переднем плане, и рисую елочку. Для елочки я смешиваю ультрамарин с желтым, и не беру готовый зеленый цвет, и можно еще здесь варьировать оттенки, какие-то веточки делать более темными, какие-то, точнее не веточки, иголочки, какие-то можно прям охристыми или оранжевыми делать, так у вас веточка получится более живописная, более живая, если вы сделаете все иголочки одного оттенка, поэтому варьируйте оттенки цвета, чтобы получилось более натуральный цвет. Дальше у нас есть палочки корицы. Для того, чтобы нарисовать торцовую сторону, мы представляем себе мысленно как бы такую улиточку, только мы рисуем не полосочку вот этот вот улиточки, а части, которые между этими полосочками. То есть мы как бы полосочку оставляем белой, а промежутки между этими полосочками мы заполняем. Надеюсь, понятно объяснила. Но когда вы попробуете, это станет понятно. То есть мы заполняем пространство, как бы торец мы оставляем белый, а пространство между заполняем коричневым цветом. Дальше я добавляю коричневые полосы и немножко их растушевываю для того, чтобы был более плавный такой переход цвета. И здесь можно варьировать более как бы темные оттенки по краям и более светлые, даже почти какие-то белые засветы оставлять посередине, сверху.
Дальше мы переходим к тарелочке. Здесь нам тоже нужно будет варьировать оттенки коричневого. Можно разделить их условно на 3. Самый светлый у нас будет это боковой торец. На блюдечке, вот на этой лицевой части блюдечка, нужен какой-то средний тон. Его можно сделать практически вот чистой сиеной. Торец можно сделать даже там, подмешав немножко охры, а нижнюю часть уже нужно затемнять. Можно туда домешать ультрамарина, чтобы нижняя часть, вот эта она в тени, она была более темной. То есть здесь нам нужно 3 оттенка коричневого. Сравните их между собой, тогда у вас появится в этом блюдечке объем. Не забывайте добавлять тени под маршмеллоуки и под чашку, для того, чтобы их немножко отделить от блюдечка. Если у вас там есть, где проверьте тоже, чтобы у палочек корицы там была между ними тень. И последнее, что остается добавить, это тень под тарелочку. Я использую готовый цвет дымку от Невской палитры. Она у меня такого фиолетового оттенка. Я, честно говоря, сейчас не помню, как она называется. Но можно смешать цвет. Можно взять ультрамарин и кадмий оранжевый. Нам нужен такой сине-фиолетовый оттенок. Провожу мягкой кистью под тарелкой и потом водичкой размываю этот край для того, чтобы краска как бы сама растеклась и получился такой, самостоятельно получается такой как бы градиент. Если тени не хватило под тарелочку, можно добавить еще побольше, погуще потом уже в эту мокрую заливку. И на этом работа с чашечкой, с какао, с маршмеллоу закончена. Нам остается добавить ингредиенты. Подробное видео по ингредиентам вы найдете на моих каналах Boosty и Patreon. Также вы там найдете все референсы, которые нужны. Или смотрите референсы в вкладке подписки или в телеграм-канале. Также в телеграм-канале вы можете оставлять свои работы или отмечать меня в Инстаграм, если вы там есть, в сторис. Все ссылки на мои ресурсы есть в описании к этому видео. А в комментариях напишите, какой рецепт мы нарисуем на следующей неделе. Я выберу из ваших комментариев, посмотрю, сколько будет комментариев. Если там будет что-то интересное, выберу из них, либо придумаю что-то сама. Там уже не обессудьте, но если будет что-нибудь интересное, я обязательно запишу по этому видео новое. Но мне хочется, чтобы это была еще такая рождественско-новогодняя тематика, чтобы мы могли к Новому году вот такие вот варианты подготовить. Кстати, вы можете варьировать и сделать это, например, отдельной чашечкой-открыткой или взять какие-то элементы отсюда и попробовать компилировать по-разному вариации для того, чтобы получить свою интересную иллюстрацию. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Рисуйте с удовольствием. До встречи в следующих видео. Пока-пока.